первой серии сериала «Постучись в мою дверь» нам показывают девушку Эду Илдыз, которая училась на отлично. Рано потеряла родителей еще в начальной школе. После этого она сосредоточилась на учебе. Поступив в колледж, на олимпиадах занимала первые места. И в конце последнего курса на одном из конкурсов выиграла стипендию для обучения за границей в Италии. Но так как буквально в последнюю минуту стипендию отменили, так и не смогла туда попасть. Жизнь Эды переворачивается с ног на голову. За неявки девушку отчисляют из колледжа, и она остается выпускником средней школы. Эда начинает работать в цветочном магазине своей тети, которая старается поддержать племянницу. Она советует ей никогда не отказываться от своей мечты. Следующий герой сериала Серкан Болат. Человек, который лишил Эду стипендии. Девушка безуспешно пыталась несколько месяцев связаться с этим человеком. И вот в колледже наступил выпускной день. Подруги идут на праздник. Втайне от Эды. Они не хотят ее расстраивать. Серкан Болат, как спонсор, также собирается выступить на мероприятии. Эда, поймав подруг, говорит, что знает о выпускном, так как ей звонила профессор и просила поговорить. Далее Эда узнает, что на выпускном будет Серкан Болат. А Серкан получает тем временем приглашение на помолвку от своей бывшей девушки, с которой недавно расстался. Подруги записывают на камеру то, о чем мечтают через 10 лет. Когда очередь доходит до Эды, та говорит, что Серкан Болат растоптал ее мечты. Высадив подруг, Эда поехала на парковку. В том месте, где она хотела припарковаться, охранник сказал, что тут паркуются только VIP-гости, такие как Серкан Болат. В колледже профессор рассказывает Эде, что замолвила перед ректором за нее словечко, и она сможет закончить последний год, только оплатив его. Но за неявки стипендию получить все же не удастся. Расстроенная Эда идет на выступление Серкана Болата. На нем Серкан рассказывает, как выделил стипендии для студентов. Эда, не выдержав, стала кричать с места о том, что он лгун. Дал стипендии, а потом отменил. Серкан говорит, что, наверное, произошла ошибка и просит назвать свое имя. Эда отвечает, что он не заслуживает знать ее имя, и уходит. Эда, на улице увидев машину Серкана, не думала, что тот уже сел в нее. Она достала из сумочки пилочку для ногтей, помаду и решила ему отомстить. Девушка застывает, когда Серкан открывает окно автомобиля. Выйдя из машины, Серкан говорит, что проверил стипендии, и отмененных не было. Он требует девушку признаться, что ее подослал конкурент. Серкан просит сказать, как ее зовут, и грозится отвезти ее в полицейский участок, чтобы там узнать ее имя. Увидев на сиденье наручники, Эда достает их и приковывает его и себя. Она говорит, что такие, как он, не ездят в полицию, чтобы не навредить своей репутации.
«Я покажу тебе, что такое унижение», — сказала Эда. «Да ты спятила», — говорит Серкан. И вдруг ему звонит секретарь и рассказывает, что его помощник действительно отменил все стипендии, так как он приказал урезать издержки. Серкан не находит ключа от наручников в приглашении, и им приходится, прикованными друг к другу, провести время вместе. Он узнает у девушки, умеет ли она водить машину, и просит ее ехать по его делам. Эда быстро осваивается в дорогой машине, но Серкан просит ехать ее помедленнее. Когда девушка включает музыку, Серкан говорит, что ему надо позвонить. Помощнику он сообщает, что едет навстречу в отель, и просит привезти туда слесаря. После выпускного Эде звонят подруги, и она говорит им, что едет с Серканом Балатом в отель. Подруги, понимая, что такого быть не может, забеспокоились за Эду и стали ее разыскивать при помощи приложения. Звонит Энгин и говорит, что не может найти слесаря. А Серкан злится и говорит, что если мы не купим эту землю в Англии, все наши усилия коту под хвост. Приехав в отель, Эда говорит, что голодная и хочет перекусить. «Но как я пойду навстречу в наручниках?» – спрашивает Серкан. «Я позабочусь обо всем», – сказала Эда. Подойдя к лифту, Эда отказывается на нем ехать. Говорит, что ей там нечем дышать. После долгого спора Серкану ничего не остается делать, как идти на 15-й этаж пешком. «С нашей встречи у меня все идет наперекосяк», – злится по пути Серкан. «А у меня еще до нашей встречи все пошло наперекосяк», – ответила ему Эда и предъявила то, что из-за него она не стала ландшафтным дизайнером. Немного успокоившись, подходя к 15-му этажу, Эда спросила, в чем суть его переговоров. Серкан рассказал, что ему не хотят продавать землю, но он очень хочет ее купить.